Друзья, всем привет! В предыдущем видео я рассказывал вам о том, как мы с женой вдвоем сделали вот такой вот потолок у себя на даче. Потолок был сделан из влагостойкого гипсокартона и прикручен он был непосредственно к заранее заготовленным деревянным рейкам. Как видим, прошла неделя, ничего не отвалилось, уже хорошо, поэтому мы начинаем его шпаклевать и красить. Первым делом, перед тем, как начать шпаклевать потолок, если вы работали, да и не только потолок, а стены, если вы не часто работали с гипсокартоном, то советую начать с проверки саморезов. Всегда есть недокрученные саморезы, они очень сильно будут мешать, поэтому сначала все лишнее докручиваем. Дальше мы приступаем к нанесению грунтовки на гипсокартон. Нужно это обязательно. Во-первых, краска лучше схватится, во-вторых, когда мы будем шпаклевать, шпакля от него тоже не отвалится. Я использую суперконцентрат, разбавляю его с водой, как указано в инструкции, и в этот раз наношу грунтовку на гипсокартон при помощи кисти. Кстати, валиком удобнее, но валик я тогда забыл в городе. В деревне его, к сожалению, не оказалось. Погодка на улице тоже странная. Вроде конец марта, но на улице все равно то 0, то ниже 0, холодно, поэтому приходится активно греться нашими двумя электроконвекторами. Приехал, в помещении 0, через 20 минут уже плюс 20. Загрунтовываем полностью весь потолок и ждем, пока все это дело высохнет. При этом стоит, конечно же, дикая влажность, приходится постоянно проветривать, но это нужно, без этого никак. Привез из города вот такой вот термометр. Он показывает и влажность воздуха, и температуру. Поэтому и проветриваем, и смотрим, сколько градусов. А оставшиеся щели между стеной и потолком потиху замазываем штукатуркой. Потом все это дело тоже пройдет с шпаклей. Вот наш потолок подсох. Все торчащие саморезы я, конечно же, тоже подкрутил. И начинаем процесс заделки стыков. А чтобы заделать стыки, нам нужно в первую очередь будет наклеить стеклосетку. Я приобрел стеклосетку самоклеющуюся, ей очень легко и просто работать. Напомню, что стеклосеточку мы будем клеить только на заводские стыки, которые идут с углублением, подходят друг к другу, а на стыки листов, которые идут вдоль, которые мы сделали непосредственно сами, зарезали, там стеклосетка не наклеивается. Наклеиваем легким движением руки стеклосетку на листы и начинаем все это дело замазывать шпаклевочкой. Я использую цементную шпаклевку Ilmax. С ней я уже работал первый раз, когда мы делали первый ремонт на даче, поэтому отзывы о ней хорошие, рекомендую. Да и она и самая дешевая на самом деле. И вот результат после первого прохода шпаклевкой. Мы полностью замазываем все швы, как вдоль, так и поперек, и проходим небольшими рывками по всем саморезам. Нужно заделать все отверстия, чтобы нигде ничего не торчало. Обращаю внимание на то, что шпаклевать швы нужно обязательно 2 раза. После первого раза нужно дождаться полного высыхания шпакли, а это где-то сутки точно. После этого вы увидите, что она осядет, и в швах все равно останутся такие вот углубления. Поэтому обязательно нужно будет шпаклевать все это дело по второму кругу. Итак, шпаклюем второй раз. Опять же ждем полного высыхания. Как видим, уже таких проседаний, как было с первого раза, мы уже не наблюдаем. Все уже более-менее ровно. И дальше приступаем к покраске. Красить я буду валиком. Сделал, как обычно, деревянный брусочек-переходник. Буду использовать в виде удлинителя палку для бассейна. И буду красить потолок фасадной краской. Именно ее мне посоветовал продавец.
в гипермаркете лишь по той причине, что у нас неотапливаемое помещение, поэтому интерьерные краски лучше не использовать, а фасадная краска будет хорошо держаться на потолке, укрывистость ее хорошая, ну и, в принципе, это лучший выбор для нас. Перед покраской основной площади потолка мы, конечно же, сначала кисточкой проходим полностью его по кругу, так как валиком мы туда в дальнейшем заехать не сможем. Можно окрасить методом, вот как я, просто размазываю, а можно и нужно лучше даже делать, просто протыкивая толстой кистью вдоль края потолка. Но, к сожалению, толстой кисти у меня не нашлось. И вот как это выглядит после того, как мы прокрасили по кругу полностью наш потолок. И дальше, дорогие друзья, огромная ошибка. Огромная ошибка, и советую вам учитесь на чужих ошибках. Никогда не делайте своих, а смотрите на чужие ошибки и делайте выводы. В чем же суть ошибки? Суть в том, что я не зашпаклевал всю плоскость потолка, решив сразу его покрасить. Мне показалось, что краска в 2 слоя хорошо закроет потолок, и мне не придется его шпаклевать, потому что делать это в вертикальном положении достаточно сложно и неудобно. Да и вообще не люблю работать со шпаклей и со штукатуркой. Поэтому я решил покрасить потолок в 2 слоя, и мне показалось, что все это дело должно закрыться, и потолок должен был быть красивый и белый. Но, к сожалению, все случилось совсем не так. Если бы это был белый гипсокартон, возможно, эффект был бы лучше. Но по зеленому влагостойкому гипсокартону даже хорошая фасадная краска с хорошей укрывистостью полностью не закрыла зелень. И тем более остались торчать неровности от шпаклевки. От мест стыков, от тех мест, где я замазывал непосредственно сами саморезы. Поэтому делаем выводы, дорогие друзья. Если вы хотите сделать красивый ровный белый потолок, обязательно нужно зашпаклевывать всю плоскость потолка. Иначе придется переделывать, как в принципе переделал в дальнейшем и я. Вот как выглядело все это дело после нанесения первого слоя краски. Я уже понял, что что-то пошло не так. Но казалось, что краска должна подсохнуть, приобрести более матовый вид, и эффект должен был быть лучше. Дальше я начал наносить второй слой краски. Точно так же, после полного высыхания первого слоя, валиком, не разбавляя краску, я использую вододисперсионную краску, я ее не разбавлял, хотя по инструкции разбавлять ее можно. Однако, если ее не разбавлять, укрывистость у нее все равно остается лучше. Попробовал нанести поверх первого второй слой, и, к сожалению, это не дало ожидаемого эффекта. Да, потолок стал белее, но все равно не то, что задумывалось изначально. И вот я приезжаю на следующий день и вижу вот такую картину. Краска высохла, но все видно. Видны все швы, замазанные шпаклей, она более белая. Видны полностью все замазанные саморезы, опять же шпаклей. И зелень никуда не ушла. Поэтому берем грунтовку, прямо по вододисперсионной краске грунтуем еще раз и готовимся к шпакле. В этот раз я уже все прошел валиком, грунтовку не разбавлял, использовал концентрат. Так будет лучше сцепление с краской. Ждем полного высыхания нашей грунтовочки и переступаем к шпакле. И вот сам процесс. Чтобы зашпаклевать весь потолок в один слой, у меня ушло примерно 4 часа. И не так страшно, как это казалось на самом деле. Работал медленно, не спеша, аккуратно, просто небольшим шпателем и достаточно тонким, не толстым слоем размазывал шпаклевку уже по потолку. За 4 часа было полностью ошпаклевано порядка 20 квадратных метров. Конечно, да, руки затекают.
вертикально работать неудобно, но, опять же, повторюсь, не повторяйте чужих ошибок. Если вы хотите ровный, красивый белый потолок, то обязательно его нужно шпаклевать. Не красьте напрямую по гипсокартону, особенно по влагостойкому, потому что получается полная ерунда. Вот как все это дело выглядело в тот же вечер после полной ошпаклевки потолка. Как видите, все мокрое, еще местами торчит все равно и швы, и те места, где я замазывал саморезы, но в дальнейшем все это, конечно же, пропадет. И вот эффект следующего дня. Шпаклевка высохла, и мы видим идеальную белоснежную поверхность. Ровную, красивую, в которой уже нигде ничего не торчит. Осталось только покрасить. Ну и вот результат после покраски. Красил точно так же. Сначала кистью, потом валиком. Причем в этот раз всего лишь одним слоем. Получилось очень даже отлично. Так что, дорогие друзья, учитесь на чужих ошибках. Всегда нужно шпаклевать, особенно зеленый влагостойкий гипсокартон, иначе получится ерунда. Ну а кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, заглядываем в описание. Мы продолжаем. Всем пока!